Так, всем привет, девчонки! Сегодня мы с вами сделаем молд листа шиповника. Вот я собрала такие самые красивые листочки. И сегодня хочу сделать из него молд. Потому что у меня шиповник слепленный, но мне нужны листочки. Для этого я взяла 200 грамм воды. Вливаем 200 грамм воды в миску. Потому что все просили рецептуру, сколько чего я кладу. Я никогда не измеряла. Сейчас я все это измерю. И возьму чайную ложку фейри. Размешаем тщательно. Так, и сегодня я взяла герметик, силиконовый герметик, такой титан. Сегодня взяла коричневый. Для начала я отделю листик, самый красивый выберу, у которого хорошие прожилки. Такой листик. Я его немножко смочу в этом растворе. Я салфеточку лишнюю уберу. Я возьму 2 листика для того, чтобы уже, если один не получится, то второй получится. Сейчас я посмотрю. Возьму самый большой. Сходила во двор, выбрала листики самые красивые. Также само смочу, просушу. Они очень выраженные у них, как вы видите, прожилочки. Я немножко оборвала его. Еще посмотрю другой. Ай, он еще колючий, колется. Колючий. Так. Надо тщательно выбрать листики, чтобы были очень-очень четкие прожилки. Возьмем эти 2. Этот и этот. Еще я потру тщательно, чтобы был чистый. Так, хорошо. Листочки мы приготовили. Листочки мы приготовили. Так. Теперь будем выдавливать наш герметик. Я так на глаз. Я не знаю сколько. Приблизительно смотрю. Сколько мне понадобится для 2 листочков. Так, жидкий. Ага. Давай, аж тянется. Сейчас я его оботру, чтобы он мне тут не запачкал все вокруг. Так, хорошо. Салфетку всегда держите под рукой, потому что эта работа такая грязная. Надеюсь, вам видно все. Смачиваем руки. Можно еще и руки запачкать. Ну вот, я вам говорила, вот теперь еще смотрю, что еще надо. Фейри. Еще чайную ложечку. Потому что мои руки должны вот так скользить. Рука должна так скользкая быть, чтобы я могла спокойно брать этот силикон и вымешивать. Пробую. Если не прилипает, потому что он, если не будет достаточно средства, то руки будут у вас прилипать. Вот здесь средства было мало, и силикон прилип к миске. Вот так. Чувствую, что-то еще мало.
Это все зависит от средства. У вас руки должны скользить. Такое должно быть скольжение. Еще положу чайную ложку. Это уже, видите, я 3. Так что тут дело в этом. Потому что иначе не получится ничего. Ну вот, уже раствор стал таким более скользким. Теперь я могу вымесить наш силикон. Хотя миска у меня немножко и запачкалась. Так. Вымешиваем. Что-то чувствуем какой-то странный. Белый силикон, он быстрее схватывается. А этот почему-то... Это еще герметики разные. Этот почему-то не хочет схватываться так быстро, как положено. Может, еще надо добавить. Вот такие вот бывают герметики и средства моющие. Так что это надо смотреть на глаз. Смачиваем руки и вымешиваем. Вот решила проэкспериментировать, взяла коричневый. Нет, совсем другой эффект. Сейчас я его положу на салфетку. Так что белый все-таки лучше, с которого я делала. Этот какой-то другой. Тебе одна и та же фирма, а разница-то другая. Так, теперь нам надо разделить его на 2 части. Сколько у нас 2? Ну вот, еще и падает. Нет, это абсолютно другой герметик. Я буду класть его на салфетку. Не знаю даже, что с него получится. Вот как я решила проэкспериментировать. Так что будете знать, что не все герметики работают со средством. Но я все-таки его сделаю. Я вдавливаю лепесток. Сейчас сложу. Вдавливаю. Я сделаю сначала с одной стороны. Посмотрю, как он схватится. Если я там не ушла. Я тут цветы сейчас уберу свои. Так. Так, делаю так 2 лепесточка. И посмотрим, что у нас из него выйдет. Может, этот герметик и не годится вовсе. Так что сейчас снимаю. Посмотрим, продолжу ли я дальше снимать. Или мне придется этот герметик выбросить. Так. Потому что что-то он мне не понравился напрочь. Но вообще-то работать с ним не очень хорошо. Насколько я вижу, это мне такое не понравилось. С белым я работала. Все прекрасно замешивался. Миска была чистая. Сейчас вся моя мисочка испачкалась. Придется ее выкинуть, наверное. Я не буду ее отмывать. Сейчас я
Так, возьму этот наш красивый. Если он схватится, то я продолжу. Только средства, как вы видели, буду ложить больше. Сейчас разровнять, чтобы не было складочек. Так что, как вы видите, не сразу все получается с этими герметиками. Здесь столько приходится перепачкать всего вокруг и выбросить. Я экспериментатор великий. Решила взять коричневый. Думаю, ну какая разница, коричневый он. Фирма же та. Вот. Этот с какими-то складками. Надо выпрямлять. Делать такую форму, как он и был на самом деле. Вот такой. Сейчас туда вталкивать. Так вот. Аккуратненько, чтобы руки не испачкать об этот коричневую прелесть нашу. Но если получится, то... Нет. Если получится отпечаток, то я ему прощу все эти неприятности, в которые тут я вляпалась. Так, сейчас ложку возьму, ложку. Ложка как раз в фейре, она не прилипнет у нас, чтобы выпрямить вот эту верхнюю часть. Вот так. Так, ну вот, я сейчас его оставлю. Так, прислоню к ведру. Сейчас я этот еще поправлю. О, ногти испачкала. Какая жаль. Так вот. Тоже придам ему такую форму, какая она у него была. Так и тянет сверху положить, но не буду, потому что я знаю, что надо сначала проверить, как получится ли отпечаток. С обратной стороны. Так вот. Пока оставлю. Потом, когда схватится, я буду следить за ним. Скажу, сколько времени. Пока надо руки привести в порядок от этого ужаса. Так что пока ждем. Итак, девчонки, прошли сутки. Вот они, наши молды. Довольно-таки крепенькие такие. Высохли. Может, надо было и раньше, но я ночь продержала, потому что такой силикон какой-то был жидкий. Но очень такие крепенькие довольно-таки. Сейчас я наложу с этой стороны и оставлю еще. Я думаю, опять тоже на сутки оставлю, чтобы уже наверняка точно все у нас схватилось. И потом вам покажу, какие молды получились. Сделала уже раствор. И сейчас все я это сделаю. А потом уже вам покажу, что получилось. Итак, прошло время. Я не стала ждать до следующего дня. До вечера подождала и решила вскрыть наши молды. Вот при вас прямо вскрываю. Ничего еще не вскрывала. Хотя очень хотелось посмотреть, что там. Не знаю, как рассоединиться. Сейчас будем пробовать. Пока вот вроде застыл, тверденький такой. Буду отрезать ножницами. Потому что руками почему-то не рассоединяется.
Смотрю, нет. Главное листик не обрезать. Сейчас посмотрим, что у нас тут получится. Так, пока не вижу. Странно, видите, как тот рассоединялся, а этот почему-то не хочет. Сейчас буду отрезать маленькими ножничками. Здесь вот вижу. Нашла пространство, не потому что боюсь обрезать больше. И у меня тогда ничего не получится. Будем сейчас до листика добираться. Всегда очень интересно, что там получилось. Пока не пойму, куда я там добралась. А, вот он пошел. Ну, надо же. Я так много наложила. Ой, аккуратно сейчас. Вот он, вот оно. Угу. Ого, теперь отсоединяется. Но все равно надо подрезать. Сейчас. Очень аккуратно. Вот. Надо очки одеть. А то сейчас тут отрежу. Ага, так, вот оно. О. Все, вижу, там все красота. Листик у нас вынимается. Прекрасно. Еще пахнет, правда. Еще надо будет оставить проветриваться. Фу. Так, какой отпечаток. Ничего себе, вы посмотрите. Хоть он такой был противный, этот силикон. Но отпечатки... Вот так и подумала. Если будут хорошие отпечатки, то стоит с ним мучиться. Потому что сейчас надо это лишнее обрезать. Я уж тут так навалила. Ну, вот. Да, отпечаток, конечно, шикарный. Я не ожидала. Да. Мокрый. Так. Я надеюсь, вам видно. Посмотрите. Это чудо какое-то, а не отпечатки. Это просто прелесть. Я чуть этот силикон не выкинула. Так он меня разозлил, что он такой измазал все вокруг. Так, и второй тоже откроем. Да. А вот это сюрприз. Листик какой, смотрите, вареный. Ну, как всегда. Ну так, это мы убираем в сторону, не нужно. Сейчас приступим к вскрытию этого. Тоже надо аккуратно. Ой-ой-ой, сейчас я лист не срезала. То есть сейчас испорчу еще такую красоту. Может и там красота. Да. Вот удивил меня, так удивил этот силикон. Этот как-то получше пошел. Сейчас мы его еще испробуем, как он будет отпечатывать. Ну, если такие прожилки получились, то... Так что, видите, иногда можно экспериментировать. Ой. Запах, конечно, у него не очень. Сейчас выйму листик. Так, теперь уже можно аккуратно надо тут, чтобы не испортить молд. Он друг к другу прилипает. Это даже уже тот был высохший и все равно прилип. Ну, даже. Если бы листа здесь не было,
Точно бы слиплось и все. Посмотрим. Так, это этот. Ага, вот они. Этот так у нас. Такой у меня. А этот. Сейчас уберу лишнее все отсюда. Так, а этот тоже какой. Поближе сейчас видно, о, тоже какие прожилки шикарные, надо же. Это что-то с чем-то. Сейчас нужно запасаться моделями и делать еще. Во. Вот вы видали? Какая красота получается. Сейчас надо протереть его. Это лист такой был, вот он. Аж сюда залезла, это мне надо будет подрезать аккуратно. Да. Да, я в шоке, как говорят. Не люблю это слово, но тут действительно. Сейчас я кремом смажу. Этот крем надо маслом лучше, чтобы эти... Потому что хочу испробовать сразу. Хотя я думаю, такой, ну такой мягенький более-менее. Блин. Так, не могу налюбоваться, уже смотрю. Да. Это чудо. Так что не зря я это все дело делала. Так. Ну и сейчас, так даже не знаю какой. Наверное, этот первый, который открывала, его и испробую. Так, этот я положу в сторону. Цветы уберем. Эти цветы тоже скоро будут. А может, они раньше. Выставлю видео ромашки. Так что сейчас пользуйтесь моментом. Я понимаю, что летом мне очень хочется. Дел всяких полно, отдыхать. Но сейчас столько моделей вокруг. Да хорошо смажется, чтобы не было. Потом он мокрый был такой. Если я сейчас глину приложу, он может прилипнуть. Может прилипнуть. Так что сейчас возьму глину и попробую сделать листик. Я пока от руки не буду. Я не могу. Не приготовила. А, нет, есть чем раскатать. Есть. Переволновалась, что ли. У меня не такие мастер-классы, как у всех, знаете, подготовленные такие, профессиональные. У меня такой домашний мастер-класс. Как говорится, самоучки. Так же, как у многих моих зрительниц. Да, девчонки? Во-первых, я леплю только для души. Просто мое хобби. Так, сейчас мы вырежем листочек. Такой маленький. Маленький. Сначала вырежу. Так, ножнички. Ну, как всегда, я по шаблончикам делаю. Где-то какой-то маленький у меня, ну ладно. Можно на пробу. А эти листы какие-то гигантские. Это, конечно, не с того, с которого я лепила. Листочек мы вырезали. Вставляем так. Центр, чтобы у нас совпадал. Прикладываем. Видно, где здесь можно совместить. Я даже не знаю, как на него давить. Как он будет отпечатывать. Аккуратненько снимаю. Ой, вот видите, я передавила. Ну вот, видно, какой листочек красивый. Вот, посмотрите. Вот он у меня кривенький, но его еще и с этой стороны тоже. Я немножко сместила. Если у нас вот подрезать.
что у нас получается красивый листик шиповника. Вот еще. Тут главное не смещать середину. Да, я подрезаю. Все равно надо буду его переделывать. Ну, в общем, можете посмотреть. Сейчас переверну. Какие красивые прожилочки. Посмотрите, как хорошо отпечатывается сейчас. И с этой стороны тоже. Вот. Все прожилочки видны. Так же, как на молдике. Так что, в общем, у нас все получилось. Ну все, девчонки. Смотрите. Ищите модели. Берите такой силикон, как я взяла. Даже вот коричневого цвета, видите, как. Он очень жидкий был. И поэтому, когда силикон жидкий, очень хорошо он отпечатывает все прожилки. Вот очень-очень. До мельчайших подробностей передает. Так что то, что он такой жидкий, можете не пугаться. Он очень хорошо работает, справляется. Дает нам ту фактуру, какую нам надо. Ну все, всем успехов. Подписывайтесь, поддержите меня лайком, если вам понравилось. Всего хорошего, пока, успехов.